Сегодня мы собираемся делать шоколад. В Коста-Рике нет адресов, ну, я имею в виду, нет нормальных адресов, то есть вот такая вот улица и вот такой вот дом. Адреса примерно такие, вот от этого парка вам нужно идти 200 метров на север, ну или что-то в этом роде. И сейчас адрес нам сказал, что нам нужно идти в Белый дом, Касабланка, но в какой Белый дом? Вон там Белый дом, вон там Белый дом, вон там Белый дом, вот тут Белый дом, вон там Белый, вон там и вон там. В какой Белый дом нам нужно идти? Какой-то прохожий видел, что мы что-то ищем, и подсказал нам, что Белый дом, в котором делают шоколад, это вот этот дом. Но для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется шоколад. Итак, начнем сначала. Вот так выглядит шоколадное дерево. Сырьем для производства шоколада являются какао-бобы. После созревания из бобов достают зерна и очищают от желатиновой оболочки. Затем наступает первый этап – ферментация. Очищенные зерна складывают в специальные ящики и оставляют на несколько дней. Это позволит уменьшить терпкость и усилить специфичный шоколадный аромат. Без ферментации не будет шоколадного вкуса. Затем бобы сушат, сортируют и обжаривают. Обжарка, как и ферментация семян какао, являются решающим этапом формирования окончательного вкуса шоколада. После обжарки бобы, насыщенные шоколадным вкусом и запахом, разламывают, измельчают и дробят. Потом начинается процесс конширования, когда готовую массу в течение определенного времени интенсивно перемешивают при температуре 50-80 градусов. Производитель сам решает, как долго. Именно на этом этапе производства производитель добавляет больше ингредиентов, таких как сахар, сухое молоко или другие ингредиенты. Но все это уже сделали за нас. Нам осталось лишь разлить шоколад в формы. We enter, so the chocolate, we leave the chocolate like this and then we take it out. Okay. How much? Leave the chocolate in the center, take it out. We're gonna take out the chocolate. That's good. That's good. Чувствую, как будто я опять в лаборатории. We have to add more chocolate to 2 bars. Две будут содержать начинку, а две будут что-то добавлено. How much? Enough? Yeah, take it out. Yeah, good, very good. А вы знаете, что первоначальный вид шоколада был абсолютно другим? Шоколад нам подарили племена майя и ацтеки. И само слово «шоколад» придумали ацтеки. Майя пили шоколад горячим, а ацтеки пили его холодным. Для обоих племен это был горький напиток. Племена майя добавляли в горячий шоколад еще и горький перец. А сейчас мы будем добавлять начинки и дополнительные ингредиенты. Ну что, погнали! Выглядит очень вкусно, надеюсь, что будет тоже вкусно. Я добавила практически все, что нам дали. Кешью, бананы, кокосовая стружка, кофе. Кажется, все, да. Мне нужно написать свое имя. Одна половина готова. Готово. А родиной какао является Центральная и Южная Америка. Майя использовали какао-бобы в качестве валюты. Маленькие какао-бобы шли на приготовление напитка, а большие какао-бобы использовались в качестве валюты. Тогда, наверное, каждый мог у себя во дворе вырасти деньги. Нет, не мог. Это дерево очень привередливое, и оно росло только в определенных районах Майя, поэтому не было переизбытка или обесценивания денег. Нам только что принесли наш шоколад из холодильника. И вот моя будущая шоколадка. Выглядит очень красиво и аппетитно. Нам принесли наши шоколадки из холодильника.
И сейчас я буду добавлять начинку в наш шоколад. В предыдущем шаге я добавила But всякие you разные just орехи и так choose далее. peanut А and сейчас я буду добавлять mash начинку, them, like you're going оставшуюся to для mix шоколадки. them or... И в конце у меня будет 4 разные шоколадки. Ну или почти разные. Думаю, что готово. Что ты собираешься добавить? Европа же познакомилась с шоколадом в 1520-х годах, когда испанские конкистадоры привезли шоколад в Европу. Со временем в шоколад стали добавлять сахар, что сделало его более приятным. Но все изменилось в 1828 году, когда голландец Конрад ван Хаутен использовал пресс, который отжимал бобы. В итоге получились какао-порошок и масло. Из какао-порошка делали горячий шоколад, и он стал чуть более похожим на сегодняшний горячий шоколад. А масло явилось первым шагом на пути к твердому шоколаду. Все, остался последний шаг. Осталось покрыть верхним слоем мой шоколад, который будет с начинкой. Вот эти две. Ну все, моя шоколадка отправляется в холодильник. До скорого. Пока мы ждем, пока наш шоколад окончательно замерзнет, мы делаем упаковки для наших будущих шоколадных плиток. Нам выдали вот такие упаковки под шоколадку. Это их бренд. И на этих упаковках можно написать то, что мы хотим, какие ингредиенты, название или концентрацию шоколада. Ну и, наконец, наши шоколадки готовы. Последний шаг – это вытащить наши шоколадки из этой формы. Я так боюсь. Yes, sir. Do it. Move it a little bit, the other one. Don't worry. Don't worry. It's normal. У меня сломалась одна шоколадка. Oh. Ну что, настал момент? Я хочу попробовать прям все. Вообще выглядит почти как магазинская. Вообще очень вкусно. Я выбрала 75% какао. Я вообще люблю горький шоколад. Это место, в котором мы ходили. Они, в принципе, специализируются только на горьком шоколаде. И самый не горький шоколад, который у них есть, это 75%. Так, сейчас я взяла с орехами. Выглядит просто нереально красиво. У меня тут орехи, кофе, кокосовая стружка и банан жареный. Господи, как вкусно. После того, как я попробовала здесь шоколад, то я поняла, что шоколад, который мы едим в России или в Европе, он вообще не шоколад.
Это просто какой-то сахар, и я теперь как-то не очень могу есть вот этот вот наш такой сладкий-сладкий шоколад, в котором куча-куча-куча сахара. Давай, вылазь. Готово. Я даже запаковала хорошо. Это просто что-то нереальное. Я просто влюбилась в этот шоколад. Ну все, я все попробовала, все было очень вкусно, классно. Это просто был нереальный день. Мы делали шоколад, я обожаю шоколад. Это был просто какой-то нереальный опыт. Мне очень-очень сильно понравилось. Нам рассказывали историю шоколада, мы видели, как это делают, мы сами это тоже делали, мы делали это на свой вкус. И получилось очень-очень вкусно. Шоколад высокого качества. Это просто какой-то обалденный, нереальный опыт. Если будете в Коста-Рике или Мексике, то обязательно пробуйте шоколад. Вы удивитесь, настолько отличается местный шоколад от того шоколада, который мы едим в России или в Европе. Он здесь просто нереально вкусный. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!